Приветствую, драгоценные, на канале Изумит. С вами Анастасия Меркушова. 3D мозаика или послойный пэтчворк из кружочков и полукругов в лепке украшений из холодного фарфора. Смотрите далее. Нам понадобится плотный холодный фарфор. Ссылка на рецепт в описании под видео. Окрасим фарфор бледно-розовые и сиреневые оттенки. В сиреневую часть добавим еще титановые белила. Чтобы получить более насыщенный оттенок, добавляем еще пигменты из фломастеров. Об окраске холодного фарфора есть отдельное видео на канале, смотрите по ссылке в описании. Далее пласты утонченной части соединяем наложением, чтобы сделать небольшой переход цвета. И раскатываем вдоль соединения, периодически складывая пополам. Для удобства можно еще ужимать. На просвете розовый фарфор полупрозрачный, а сиреневый нет, так как в него мы добавили еще титановые белила. Далее тонко раскатываем пласт от одного цвета к другому, желательно выровнять по ширине. Раскатываем вручную или на пастомашине. Теперь поверхность пласта увлажняем влажной салфеткой и скручиваем, начиная с розового. Так мы формируем трость с розовой серединкой на срезе и сиреневой по краю. Далее утончаем колбаску. Сделаем две разного диаметра. Поверхность периодически увлажняем, так как заветривается. Теперь для фиксации формы трости необходимо подсушить в течение суток. Через сутки колбаски держат форму благодаря заветриванию. Теперь можно приступать к нарезке. Равняем край и делаем срезы 1,5–2 мм. Так как внутри масса сырая, срез может немного деформироваться при нарезке. Поправляем. На свету розовый фарфор просвечивается, так как в нем нет титановых белил. На одну сережку нам понадобится по 4 кружочка, 3 из которых делим пополам. На срезе переход цвета получился слоистый, видимо из-за белил. Далее эту нарезку необходимо высушить. Также можно ее заготовить впрок и использовать для других работ в 3D мозаике. Высушив, делаем сборку с помощью клея ПВА, фиксируя фрагменты наклейкой стороне малярного скотча. Подвески делаем в зеркальном отображении. Противоположные фрагменты располагаются на одной линии по прямому срезу с небольшим зазором. Корректируем расположение и соединяем полукруги в одно одним кружочком с помощью клея ПВА. И вот такая получилась сборка. Аналогично собираем подвески меньшего размера. Излишки клея убираем. И оставляем до высыхания клея. Затем покрываем поверхность финишным топом для ногтей. Обратную сторону матовым финишным топом, а лицевую глянцевым без липкого слоя, создавая линзу. Эти подвески тоже имеют небольшой полупрозрачный эффект и более плавный переход цвета. Белила есть и в голубом, и салатовом фарфоре. Здесь белила только в сиреневом.
Еще на свету создается градиент от центра благодаря тени от кружка. С обратной стороны подвески делаем крепление для швензы. И потом покрываем всю поверхность матовым топом. Для крепления на одном из фрагментов наносим каплю топа и располагаем пин. Затем немного распределяем по сторонам и отправляем в лампу. Теперь полностью покрываем обратную поверхность матовым топом. Капаем по центру и растушевываем кисточкой на фрагменты. Так он не будет затекать в зазоры. Обратную сторону сделали, теперь оформляем лицевую. Глянцевым топом без липкого слоя делаем линзу на каждом фрагменте. Для этого капаем топ по центру каждого элемента и распределяем по контуру. Для объема еще добавляем капель. Так как холодный фарфор впитывает жидкости, лучше делать по одной подвеске за раз. С линзой, конечно, смотрится интереснее, но поверхность можно покрыть и обычным прозрачным лаком для ногтей или обойтись без него. Покрываем топом оставшиеся подвески. Готовы? Теперь одеваем швензы. Итак, из простых геометрических фигурок, как кружочки и полукруги, можно сделать необычные формы украшения. Можно использовать однотонные трости, тонировать срез втирками для ногтей, добавлять стразы. Либо из цветного пласта вырезать фрагменты круглым катером. Из таких подвесок можно было сделать и длинные серьги, собрать в колье. В общем, вариантов для такой сборки очень много. Всем большое спасибо за внимание, за лайки, добрые комментарии. Творческого вам полета. Подписывайтесь на канал и на другие мои ресурсы. До новых встреч, друзья. Пока-пока.